полиэфирный шнур карамель 1 большой моток. 500 граммов, 200 метров. Мой цвет лаванда. Я приготовила фурнитуру. Это серебряная цепочка, декорированная атласной лентой в тон пряжи. Длина моей цепочки 44 сантиметра вместе с карабинами. Ножницы и набор для вязания, который включает в себя все самые ходовые размеры крючков. Использовать я буду крючок 5 мм для основного вязания и 4 мм как вспомогательный. В набор также входит все самое необходимое: маркеры, иглы, сантиметр, счетчик рядов и рез для нити. Все необходимые ссылки, с помощью которых можно заказать нужные материалы и инструменты, вы найдете в описании под этим роликом. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю рабочую нить и набираю 38 воздушных петель. На этом этапе моя цепочка из воздушных около 30 сантиметров длиной. Пропускаю первую точку, переворачиваю вязание на тыльную сторону и в заднюю перемычку вставляю крючок, провязываю столбик без накида. Так как первую точку я пропустила, первая петля пошла на петлю подъема. До конца ряда у меня 37 столбиков без накида. Каждый новый столбик провязываю в новую заднюю перемычку косы из воздушных петель. Со следующего ряда я буду провязывать добавление и убавление в каждом ряду одновременно. Я отцентровала маркеры. Между маркерами по центральной части у меня 14 столбиков. Справа от правого маркера 12 столбиков вместе с подъемной. Слева от левого маркера 12 столбиков. Здесь сейчас я маркирую соседние точки. Так. Расстояние между маркерами 1 столбик. И с этой стороны, соответственно, также. Скажу наперед, что вот это расстояние 14 столбиков между маркерами для добавлений не будет меняться на протяжении всего вязания этой детали. Петля подъема, переворачиваю полотно и здесь сразу в начале ряда буду провязывать убавление. Вставляю крючок в заднюю полупетлю кромочной косы и подхватываю нижнюю петлю кромочной косы. Вытягиваю первый столбик и второй точно так же. Вставляю в кромочные точки с одной и с другой стороны и провязываю 2 столбика вместе. Это и есть убавление. Далее буду вставлять крючок в дальнюю полупетлю и в нижнюю полупетлю, то есть петлю предыдущего ряда. Провязываю столбик без накида. Так далее вяжу до маркера. Следующая точка у меня маркирована. Я, не вынимая маркер, вставляю крючок за дальнюю полупетлю кромочной косы, за полупетлю кромочной косы предыдущего ряда, провязываю 1 столбик и в эту же точку провязываю еще 1 столбик, то есть делаю добавление. Маркер не вынимаю, эта петля продолжает быть маркирована. Следующая точка тоже с маркером, в нее точно так же провязываю 2 столбика, делая добавление. Маркеры остаются на своем месте, продолжаю вязать до следующих маркированных точек, в них точно так же делаю добавки и завершаю ряд. Моя деталь резко приобрела П-образную форму, и в конце ряда, по аналогии с началом ряда, я провязываю убавление. Вставляю крючок в те же самые точки. Первая петля, последняя точка ряда, вторая петля. Провязываю 2 петли вместе. Петля подъема, переворачиваю вязание,
В начале ряда тоже делаю убавление. Пропускаю петлю подъема, вставляю в заднюю полупетлю этого ряда, нахожу нижнюю полупетлю предыдущего ряда. Обратите внимание, вот эта точка предыдущего ряда пропускается, так как в прошлом ряду я провязала убавление, и ей нет парной в текущем ряду. Вывожу первый столбик в следующую точку за аналогичные полупетли, второй столбик и провязываю их вместе. С этой стороны и с этой стороны в каждом ряду будут убавления и в конце, и в начале ряда. Углы будут сужаться стремительно. Далее вставляю крючок в соответствующие точки и в каждую точку провязываю по одному столбику до момента маркировок. В точках, где у меня остались маркеры, у меня в текущем ряду 2 кромочные косы соответствуют только одной точке предыдущего ряда. Напоминаю, там было провязано добавление. Я вставляю крючок в верхнюю полупетлю и в нижнюю, провязываю 1 столбик. Далее следующая кромочная коса и та же самая петля основания. Еще раз, у меня по верху 2 петли, а по основанию только 1 петля, которая соответствует этим столбикам. То есть таким образом я провязываю добавку прошлого ряда. В следующей точке у меня то же самое. 1 полупетля, нижняя полупетля. Провязываю столбик. Следующая полупетля, добавленная в прошлом ряду, и та же самая нижняя полупетля. Провязываю столбик. Готово. Маркеры остаются на том же месте. Так завершаю ряд. Здесь еще раз повторюсь. У меня 2 кромочные косы, которые выходят из одного основания. Я вставляю крючок сначала в одну и в это основание провязываю столбик. Далее вставляю крючок во вторую петлю и в это же самое основание провязываю столбик. Первый столбик добавления и второй столбик этого добавления. Здесь то же самое. У меня окончание ряда, и здесь я провязываю убавку. 2 полупетли, первый столбик, и следующие 2 полупетли, второй столбик. Провязываю 2 столбика вместе. Петля подъема, переворачиваю вязание. На этом этапе мне нужно правильно перенести маркеры для следующих добавлений. Я напоминаю, что здесь расстояние в 14 столбиков у меня остается неизменным. Я переношу этот маркер ровно над тем столбиком, в который они были вставлены, с этой и с этой стороны соответственно. И проверяю себя, пересчитывая количество столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все верно. Эти маркеры я каждый раз буду сдвигать на одну петлю к краю заготовки. В прошлый раз они у меня были подряд, в этот раз через одну петлю. Вот, обращаю внимание, кромочная коса, одна как расстояние, и в следующую вставляю маркер. Здесь то же самое. Одну пропускаю, в следующую вставляю маркер. Я уже вышла на следующий ряд. Сейчас вяжу, провязывая добавки в маркированные точки. Здесь в начале ряда, напоминаю, вставляю крючок в полупетлю текущего ряда, спускаюсь в полупетлю предыдущего ряда, первая петля пропущена из-за убавления прошлого ряда. И следующая точка то же самое. Провязываю 2 столбика вместе. Далее двигаюсь к маркированным точкам.
Снова добавление. Вставляю крючок в маркированную точку в полупетлю и в нижнюю полупетлю предыдущего ряда. Первый столбик и в эту же самую точку второй столбик. Маркеры оставляю на перемаркировку через ряд. Снова добавление в маркированную точку. Первая, вторая петля. Далее завершаю этот ряд. Не забываю делать добавление и убавление в конце и начале каждого ряда. Очередное окончание ряда. Здесь у меня остается 2 столбика, которые я провязываю вместе. Петля подъема, переворачиваю вязание, вставляю крючок в полупетлю текущего, полупетлю предыдущего ряда, первый столбик, второй столбик, их тоже провязываю вместе. Далее двигаюсь к маркированным точкам. В этих точках у меня по текущему ряду 2 петли и лишь 1 петля по предыдущему ряду. То есть сейчас я провязываю добавление прошлого ряда. Завершаю этот ряд. У меня завершился очередной ряд и необходимо перенести маркеры. Здесь ровно над той точкой, в которую он был установлен. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Между маркерами снова 14 столбиков. Здесь я увеличиваю расстояние. Первый ряд был один за одним, маркеры вставлены. Далее через одну точку. Теперь вставляю через одну, вторую, в третью точку от того маркера, который ближе к центру. Здесь. И, соответственно, здесь то же самое. 1, 2 в третью точку. Вяжу следующий ряд. Так, в одном ряду я провязываю добавление, в следующем ряду эти добавления провязываю, чтобы было актуальное количество петель и в текущем и в предыдущем ряду, и в каждом ряду в начале, в конце провязываю убавление. Здесь первая, вторая петля вместе и так далее. Навязываю необходимую глубину сумки, но в какой-то момент у меня край изделия встретится с этой маркированной точкой. Вот вяжу до этого момента. Моя деталь лежит таким образом, что край начала вязания и рабочая нить конца ряда находятся в правой части. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Между этими маркерами 14 кромочных петель. Между этими маркерами по 9. И здесь сейчас я продолжаю вязать ряд. В начале ряда провязываю убавление. 2 петли вместе. Далее уже маркированная точка. Я удаляю розовые маркеры. Больше добавления в этих точках я делать не буду, так как они сглаживаются за счет убавок. Провязываю их точка в точку без всяких добавок. Здесь точно так же делаю добавление, вяжу обратный ряд. Здесь снова переношу центральные маркеры. Расстояние между ними неизменные 14 столбиков. И вяжу еще пару рядов. Я думаю, что это пара рядов, последняя перед тем, как перейти к обвязке края. Не забываю в конце-начале ряда делать убавление. 1 петля, вторая, провязываю их вместе. У меня последнее убавление обратного ряда, и петлю подъема здесь в конце я не делаю. Укорачиваю нить с небольшим запасом, вытягиваю крючок,
С помощью крючка потоньше делаю соединение. Вот следующая точка, увожу нить туда и возвращаю ее в исходную точку. Потягиваю и оставляю. Если перевернуть деталь таким образом, что край окончания и край начала вязания справа, просчитать количество рядов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, их 11. Удаляю маркеры, они больше не понадобятся. И с этой стороны от края начала я буду вязать следующий ряд. Крючок буду вставлять в кромочные точки. Первая точка здесь у вершины. Подхватываю рабочую нить. Край начала можно ввязать в полотно. Первый столбик. Далее каждая последующая. 2 нити подхватываю крючком и провязываю столбик без накида. Следующая точка. Точно так же 2 ниточки и столбик. Так точки чередуются, вяжу до окончания этого ряда. Я подошла к этой точке, здесь провязываю последние столбики и перехожу к моему узору. Эту нить можно увести внутрь вязания и ввязать. Здесь вставляю крючок точно так же, как и на протяжении вязания всего полотна, в текущий ряд и в предыдущий ряд за полупетли. Здесь то же самое, текущий ряд и предыдущий ряд. Этим узором у меня будет возможность вязать до сюда. Здесь у меня снова заканчиваются двойные ряды и перехожу на вязание в кромку. Вставляю крючок так, чтобы подхватить 2 нити одновременно. Так продолжаю провязывать столбики до крайней точки. Крайняя петля в угловую точку. Петля подъема, переворачиваю вязание. Теперь мне нужно вязать по узору, как ранее я вязала полотно. С этой стороны нужно найти соответствующую петлю. Петля текущего ряда и подхватываю петлю предыдущего ряда. Там нет кромочной косы, поэтому нахожу эту петлю в полотне. Текущий ряд, предыдущий ряд. И повторяю снова в текущем ряду и в предыдущем ряду. Так провязываю обратный ряд здесь по узору и заканчиваю в точке начала рядов. Ряды обвязки по всему краю формируют ширину дна. Чем больше рядов, тем шире донышко сумки. Не учитывая донышко, размеры сумки сейчас 27 сантиметров в ширину и 11 сантиметров в глубину. Я перехожу к вязанию последнего ряда. Здесь у меня есть соответствующие точки. В текущем ряду полупетля и в предыдущем ряду аналогичная полупетля. Вяжу без добавок и убавок ряд до этой точки. Первая половина сумки готова. Если расположить ее, как у меня на экране, рабочая нить слева, количество рядов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 полных. И внутри оказывается вот такая кромка. Вяжу точно такую же вторую половину.
У меня она готова. На одной половине укорачиваю нить с небольшим запасом, она потребуется для коротенького шва. На другой оставляю нить от клубка, она потребуется для того, чтобы проложить длинный шов по всему донышку. Я сложила детали изнанка к изнанке и закрепила маркеры в те точки, которые точно должны совпасть. Просчитала от угла и от центральной части. Вставила отрез нити в иглу. Здесь я спускаюсь нитью к маркеру. Вставляю в одну часть. Маркер удаляю. Через верх вставляю в другую. Закрепилась. Хорошенько подтягиваю, но чтобы нить была не слишком натянута и достаточно крепко. Теперь продолжаю в том же направлении. Получается справа налево, если сумочка лежит передо мной так. Пока нить длинная, возможно, это не очень удобно, поправляю и подтягиваю. Снова справа налево. Так иду до вершины угла, точка за точкой. Далее продолжаю по всему донышку. Здесь уже вставляю иглу за обе дужки кромочной косы. С одной и с другой стороны, чтобы шов был покрепче. Подтягиваю и возвращаюсь снова, повторяю стежок за стежком. Сумка получилась очень яркая и модная. От одного мотка пряжи осталось совсем немного. Итоговые размеры изделия: ширина 32 сантиметра, глубина 14-15 сантиметров. Сумочка стильная и очень необычная. Прекрасно впишется в любой образ и будет смотреться из любого цвета пряжи. Осталось сшить подкладку с молнией. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!